Итак, я подвел итоги первой игровой недели мужской лиги наций, а теперь можно подвести итоги первого месяца прохождения программы по увеличению прыжка от Александра Пятого, не мастера спорта, профессионального тренера по физической подготовке волейболистов. Сразу к делу. Естественно, я не буду выкладывать тренировочный план, чтобы не раскрывать все секреты. Поэтому в общих чертах объясню, что происходило на протяжении последних 4 недель. Несмотря на то, что программа направлена на увеличение прыжка и силы нападающего удара, я так ни разу за все это время и не прыгал. Сейчас наша задача выйти на максимальные на данный момент физические кондиции, чтобы потом постепенно все это реализовать в той сфере, которая нам необходима. Главное отличие для меня в этой программе – большое количество повторений в упражнениях. Для меня, как для бывшего тяжелоатлета, чья задача была увеличение силы и скорости без попытки угнаться за ростом мышечной массы, это был крайне тяжелый переход. Первые пару недель, а в особенности первые тренировки, были безумно мучительными. Если раньше я в редчайших случаях в многосуставных упражнениях выходил за рамки 3 повторений в подходе, то тут рабочие показатели колебались в районе 10 повторений. А при учете достаточно теплой погоды и душного зала это буквально вызывало приступы тошноты. Но я постепенно адаптировался к подобного рода нагрузкам, и сейчас это уже не вызывает особых проблем. Единственная проблема, с которой я столкнулся, хотя она крайне ожидаема, это рост мышечной массы. Как я говорил, я входил в программу с собственным весом 90 кг, но был растренирован. Очевидно, что после возвращения к регулярным силовым тренировкам я бы вернул часть своих объемов, так что на первой стадии я особо не расстраивался из-за роста веса. Но спустя месяц, несмотря на то, что я снизил процент подкожного жира, мой вес находился в районе 94 килограммов. Просто я весь свой силовой потенциал начал реализовывать в многоповторных подходах, что, очевидно, при правильном питании и достаточном потреблении белка дает стимул к росту мышц. Да и я никогда плотно не налегал на упражнения наверх тела, так что тут потенциал для роста имеется существенный, даже при учете, что Саша дал мне дозированную нагрузку, чтобы меня совсем не разнесло. Хотелось бы поделиться какими-то результатами, изменениями в прыжке или хотя бы в силовых показателях, но глобальных тестов не проводилось. Меня еще ждет 2 недели интенсивных силовых тренировок, а потом мы потихоньку начинаем разгоняться в надежде вырезать из этой глыбы хоть какую-то скульптуру. Хотя по отклику моего организма на такие нагрузки у меня создается впечатление, что не тот спорт я выбрал. Волейбол мне дается куда тяжелее. Хотя, быть может, я стану еще больше и буду прыгать и крушить как Халк. Хотя это не очень заточено под командную работу. В общем, через 2 недели я постараюсь провести силовой тест и проверить, на что я способен. А если будет адекватное физическое состояние, то попробую сделать промежуточный замер прыжка. Но там точно не стоит ждать чего-то сногсшибательного. Ну что ж, вот такой промежуточный отчет о моем межсезонье под руководством Александра Пятого, не мастера спорта. Многие писали, что тоже будут активно тренироваться летом, так что делитесь вашими достижениями к этому моменту. Будет интересно что-то обсудить с единомышленниками. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.